Здравия вам и роду вашему. Хорошего вам приятного дня и ласкового солнца. С вами снова я, Славолюб Алан Богач, духовный телесный целитель, ведический психолог. Что русскому здорово, то китайцу смерть. И буквально это означает, что хорошо одним может быть губительно для других. Это не просто факт, а указание на разное происхождение наших рас и народов. Или вы думаете, что весь этот набор цвета кожи, глаз, групп крови и ментальности происходит из одного источника? Так откуда мы? Сегодня продолжаю рассказывать вам о книгах, которые способны поменять вашу точку зрения. Поэтому не устану повторять, что скептицизм – это один из главных врагов развития сознания, и страдает от скепсиса только сам скептик. Если мы не можем допустить чего-то, то это что-то точно не произойдет. Иногда мы ощущаем, что этого чего-то очень не хватает в нашей жизни. Помню в детстве, читая современную литературу, слушая учителей в школе, у меня часто возникало очень сильное ощущение нереальности происходящего, неправдивости. Ночью я смотрел на звездное небо, и глубокое чувство тоски съедало мое сердце. Я не мог объяснить этого. Я не понимал, что это за чувство и его причины. Это даже сложно словами описать. Безнадега, скука, тоска, как в камере смертников. И мозг искал ответы. По мере нахождения крупиц нужной информации, это чувство возникало все реже и реже, становилось слабее. И когда я смотрел на звездное небо, то ощущал радость и умиление, восхищение и воодушевление. Однако не вся информация удобна сложившейся системе науки и власти. Если не хочешь проблем от системы, скажи, что это выдумка. Так делали и раньше, когда автор не хотел вступать в открытое противоборство с системой научных понятий о Вселенной, мире, человеке. В этих случаях писатель облекал свое повествование в форму так называемой научной фантастики. А почему так называемой? А вы вспомните, сколько описанного в трудах фантастов действительно позже оказалось реальностью. Многое нам кажется фантастическим только потому, что наш мозг напичкан различными ограничивающими убеждениями. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Однако, кроме нашего мозга, у нас еще есть сердце, душа. И когда вы соприкасаетесь с определенной информацией, встречаете что-то, вроде бы случайно, ваше сердце сигнализирует: внимание, тебя обманывают, или наоборот: о, это правда, я знаю. Вы чувствуете, как сердце прям раскрывается. Мы это так и называем: сердце подсказывает или сердце зовет. Вы не можете объяснить почему, а вдруг прям слезы наворачиваются. Именно поэтому я с детства люблю фантастику. Кстати, а почему фантастику? По крайней мере, ее часть называют научной. Может потому, что это все соответствует действительности, однако отвергается официальной наукой? Итак, сегодня хочу обратить ваше внимание на книгу Сергея Тармушева «Древний. Предыстория». В ней автор в захватывающей приключенческой форме, которую пронизывают линии нескольких любовных историй совсем разных уровней Вселенной, рассказывает о фактически целой концепции строения Вселенной, духовных уровней, приоритетах жизни различных цивилизаций. Зачем вам это? Ну да, действительно, зачем? Зачем? Слушая сердцем это повествование, вы определяете, насколько это соответствует вашим душевным качествам и направлению вашей жизни. Начинаете смотреть совсем иными глазами на наш мир. Вы начинаете замечать ключевые различия между расами, народами и духовными концепциями.
Многие народы уважительно относятся к земле, однако все-таки это отношение проявляется часто прямо противоположными убеждениями, утверждениями, чувствами, эмоциями по отношению к нашей планете. То же самое и по отношению к духовному миру. У одних это страх, а у других ощущение единства, любовь и нежность ко всей Вселенной. Даже такие понятия, как рай и ад, у разных народов ассоциируются с очень разными вещами. Ад для одних это гиены огненные, а для других вечный холод, мороз и лед. Не подсказки ли это в том, что разные расы, народы имеют очень разные места во Вселенной своего происхождения? Да и древние мифы различных народов, от японцев, китайцев, древних славян, африканских народов и до американских индейцев, говорят о звездном происхождении и указывают на разные звездные системы. Я проходил обучение в самых разных духовных школах, и поэтому различия происхождения вижу глубже. Все заслуживают уважения, и так или иначе вся Вселенная это единый организм. Однако в саду есть яблоня, а есть слива, калина и много другого. И каждое дерево имеет свои особенности, свои силы. Чем больше мы знаем о нашем мире, тем нам проще жить. Ведь тогда мы не стучимся в закрытые двери. А кроме этого, нас приучили воспринимать духовные знания как что-то отдельно существующее от всей Вселенной, как что-то эфемерное, как слепую веру, примитивизм восприятия мира. А ведь мир намного шире. И в мире едино духовное и телесное, а то, что мы считаем чудом, является проявлением нашего непонимания глубоких вселенских процессов. Помните ли утомление души, когда чувствуете, что реальность иная, намного глубже, шире, что нужно искать ответы там, где мозг не понимает, что делать? Готовы ли вы посмотреть на мир шире или начать вспоминать то, что внутри вас уже давно ждет пробуждения? Ну, если да, тогда древняя предыстория Сергея Тармашева для вас. Каждый там найдет свое. Кто внимательно читает, тот и теорию многомерности пространства, уровней Вселенной и многое другое там найдет. А кто-то воодушевляющие истории любви из жизни в жизнь на протяжении тысячелетий увидит. В любом случае, это книга, от которой невозможно оторваться. Поэтому, если вам завтра с утра на работу, то не открывайте ее сейчас, ибо может быть трудно оторваться до самого утра. Ну, а ежели вы хотите больше знать о нашей славянской традиции и науке целительской любви и наслаждения любомудрия, то для вас моя книга «Введение в любомудрие. Теория и практика любви». Переходите по ссылке и скачивайте. Если же вы уже работаете с этой моей книгой, то пишите, задавайте вопросы, и в новой книге «Любомудрие», над которой сейчас работаю, будут новые ответы, а также в нашем новом инстаграме. Кстати, вы уже подписаны на наш новый инстаграм? Ну, если да, то хорошо. И помните, все, что происходит правильно, все приносит наслаждение. Если что-то не приносит вам наслаждения, то значит надо узнать, что происходит не так, и это изменить. Ведь все в вашей жизни должно быть наслаждение. Переходите по ссылке и скачивайте. Ну и увеличивайте количество наслаждений в вашей жизни.